Привет всем! Привет, привет. Сегодня мы с Ириной вдвоем. Будет несколько видео про котика Вилли. И мы будем беседовать, вернее я буду спрашивать, а Ирина рассказывать, как более компетентный человек, про питание, про шерсть, про отношение котика к молодежи в виде наших котят. В общем, про все вопросы, связанные с содержанием Мейн-куна и его повседневной жизнью. Отдельно взятого Мейн-куна. Итак, сегодня у нас первый фильм, и, естественно, о самом главном, о самом важном, о питании. Если вы посмотрите один из старых роликов, есть такое, как «Битва котиков за коробку», то увидите, что котик Вилли был тогда, это пару лет назад, мягко говоря, сильно толще. Он весит, сколько он весит? От 11 до 13, да, вот в этом диапазоне? Ну, осенью он где-то было даже больше 14 килограмм. 14? Но это было очень много. Ну да, сейчас он в районе 12 потом сбросил, да? Да, где-то так сейчас у него. А какой для него нормальный вес? Вот в принципе, вот ты его щупаешь, он толстый или не толстый? Ну, я не знаю, какой должен быть у него нормальный вес. Вот у него всегда приблизительно было 12 килограмм. Но у него снизу, как вы все видели, есть такой подвес. Ну, у него подвес. То есть, вот если смотреть, как бы вот на него сверху смотришь, он не толстый, бока у него не круглые. Но снизу у него вот эти мешочки, это есть такая особенность у некоторых пород, у некоторых. Так называть. Мешочки. Нет, это курдючок у него. Курдючок, да, курдючок. При этом кот хорошо прыгает, хорошо бегает, то есть, в принципе, он... Чувствует себя прекрасно. Да, чувствует себя нормально. И в районе 12 килограмм это как бы, будем считать это нормой. Для Вилли это норма. Просто как бы он всю жизнь был, конечно, если бы он был немножко похудее, было бы лучше, но поскольку это был его постоянный стабильный вес, я считаю, что для него это как бы нормально, хорошо. Значит, кормим мы чем его? Вот в норме мы чем его кормим? Это сухой корм, да? Да, котик выбрал то, что ему нравится, мы ему предлагали разные варианты, но вот ему очень нравится вот этот роял канин для Мейн-куна в сухой корм. Это просто он с детства просто его очень полюбил. Обожает. Да, и он очень любит вот эти консервы с тунцом в собственном соку, которые здесь фирма называется Момент. Я не знаю, чья, по-моему, она местная. Я потом в комментарии прикрепленном напишу название. Кроме этого, он как бы еще разные... сейчас он с котятами стал кушать вот этот паштет, тоже роял канин, там Mother and Baby, по-моему, да, паштет для котят. Для совсем маленьких котят. Да, и они как бы его очень любят, а Вилечка тоже распробовал, говорит, как вкусно. Плюс ему в день одну креветку мы ее на части режем, да, и он... это уже дополнение, он может креветочку, может я ему утром молочка немножко наливаю, но это уже совсем такие небольшие. Но еще одна важная часть его питания летом – это мыши. Это летом у него белковой пищи полно. Да, у него... Слушай, ты экспериментировала, давала для суставов, которые ему не понравилось, да? У него характер потом портиться начал, мы перестали. Там не совсем так было, просто он осенью набрал уже 14 килограмм, и это уже было много, у него уже бока начали появляться, и видно было, что ему тяжеловато стало прыгать. И поэтому мы его как бы решили посадить на диету, но это было, как я считаю, с одной стороны правильное решение, потому что он действительно похудел, а с другой стороны у него начался ужасный психоз такой. Характер у него испортился. Он не стал, то чтобы характер, он рычать на просто, всех стал. Да, просто ужасно себя чувствовал. А ты ему давала какой-то корм для укрепления суставов, такое было? Да, и этот корм, он тоже как бы диетический по сравнению с тем его основным кормом, он тоже кушать не хотел, конечно, он хотел, чтобы ему вернули назад его любимый корм, и как бы вот так вот. Понятно. В общем, то есть мы над котом таких особо каких-то экспериментов не ставили. Был найден этот корм роял канин, который для мейн-кунов, который он полюбил. Эта консерва, и как бы котик живет, поддерживаем в районе 12 килограмм.
Вот по здоровью, Ну, да? я бы сказала, что вот котик тоже от жизни должен получать удовольствие, а для котика главное удовольствие — это как это вкусно Вкусно пожрать. пожрать, вкусно. Да, и вот он сам выбрал вот как бы вот этот вот набор продуктов, и что у него четко вся жизнь строится вокруг вот его еды, то есть у него все по расписанию, то есть он утром кушает там сухой корм, несколько подходов, потом креветочку, потом ну, вот так вот. Ну у слушай, него. ну а как сейчас удается ограничивать, потому что котятам стоит еда, он может их еду есть, ну то есть мы же не ограничиваем доступ к еде, вот еда стоит. Он Да. сам себя регулирует или как это происходит? Да, сейчас так, потому что после его последнего похудения мы его довели до такого психоза, что я решила, что пусть он лучше будет у нас спокойным, нормальным котиком и ест сколько хочет. Вот так. Но он как-то стал себя ограничивать, и, в общем-то, у него вот эти 12 килограмм сейчас поддерживаются. Да, у него Но поддерживается. дело в том еще, что летом у него гораздо больше расход энергии. То есть летом вот беготня за мышами, вот эти походы по участку. Сейчас в зимних условиях у него движение, ну как и у человека, в принципе, у него движение гораздо меньше. Это тоже фактор, что... Я тоже, например, набрал вес к зиме. Ну, это у меня нормально. Я каждую зиму набираю свои там 3-4-5 килограммов. Ну, ты, конечно, А ты как тоже набираешь 3-4? Вот. Поэтому я котика понимаю в этом отношении. Вот. И каких-то новых, ну, мы периодически покупали, пытались ему какие-то вот новинки предложить. Но котик, он существо... Так, кто-то за дверью там мяукает, требует... Анфиска требует ее немедленно пустить в студию. Я, говорит, тоже скажу. У меня, говорит, тоже есть что сказать. Вот. То есть мы какие-то эксперименты делали, но уже последние там пару лет, наверное, прекратили, потому что, ну он себе все выбрал. Вот. Как-то убирать еду, вот четко дозировать, это было возможно, пока он один был, да, без котят. Вот сейчас с котятами. Ну, когда мы посадили его на диету, для него это было ужасным шоком, потому что поначалу, когда он приходил, а еду убирали. И он сначала думал, что это просто случайно происходит, такое совпадение, что мы не можем так поступить с ним, взять у него и забрать. Да, через пару недель он уже вывел закономерность. Когда он понял, что это мы делаем специально, это было, конечно, для него ужасным шоком. Интересно, а слышно, как она орет там за дверью? Конечно, слышно. Конечно, слышно. Ну, молодец. То есть мы закрыли дверь, а Арчика повели гулять. Вот, а Анфиска следующая на очереди гулять. Ну, вот она... Жалуется. Да, Виля у нас уже на крыше. У нас потеплело, солнечно, и Вилечка... Вот, летом он съедает, ну, если одну мышь в день, это хорошо. Иногда бывает 2 мыши. Иногда ему везет. Ну, я надеюсь, раньше он ходил в основном гулять, в смысле ловить мышей на поле вот тут вот рядом, но сейчас мы здесь все загородили, и он с участка летом выйти не может, так что ему попадаются только те мыши, которые сами по своей области забегают. Да, вот, так что ему гораздо меньше мышей попадает, но я... Но Лена, все равно вот этим летом прошедшим у него регулярно, ну, каждый день была там, сказать, иногда и каждый котята, день, иногда реже, здесь. но я надеюсь, что этим летом мыши... Ну, в отношении мышей тут у нас биосельское хозяйство, то есть их ядом вот этих мышей не травят. Вот, то есть их на поле полно, вот они живут и живут. Ну, сколько съедят из этой пшеницы или кукурузы, ну, столько съедят. Поэтому мыши сами, они не травленые, они такие экологически чистые. Ну, тоже ничего хорошего. Когда он приносит и начинает там чавкать Другое дело, что это он норовит это сделать на террасе у нас на глазах, чтобы мы увидели. На террасе, он домой ее норовит принести. Ну ладно, давай пожелаем котику Вилли, в общем-то, быть в расцвете сил и веса. Вот. А следующий наш ролик будет про что он будет? Про шерсть. Это наша беда, это наша боль. Ну, не беда. Боль. Это наша боль. Наша боль. Вот. Ладно, значит, до следующего фильма, который будет про шерсть. Пока-пока. Пока-пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!